Весной 1943 года немецкие войска атаковали по всей линии фронта. В марте они нанесли контрудар и выбили советские силы из Харькова. Красная армия отступила за Белгород. В районе Курска нашим войскам удалось закрепиться на значительном участке шириной 200 с лишним километров. Образовался выступ на линии фронта. На юге и на севере Белгород и Орел в руках у немцев, а между ними Курск. Вся линия советской обороны вдоль этого выступа впоследствии была названа Курской дугой. Здесь развернулось одно из самых масштабных сражений Второй мировой войны. 12 июля 1943 года здесь состоялось главное сражение Курской битвы, танковый бой, предрешивший исход всей войны. По разным данным, за годы Великой Отечественной войны танкисты совершили от 80 до 160 таранов, в основном на Курской дуге. Там советские экипажи столкнулись с тяжелыми немецкими «Тиграми». Пробить их броню из пушки было невероятно сложно. Первым, кто совершил танковый таран на Курской дуге, был экипаж танка Т-34 под командованием лейтенанта Ивана Алексеевича Гусева. Ценой своих жизней экипажу 34-ки удалось помешать немецкой контратаке, что в дальнейшем привело к остановке врага. Иван Васильевич Гусев родился в 1922 году в Мордовии, в селе Сабанчеево. В 5-летнем возрасте он узнал, что такое остаться без родителей. В 1927 году в ходе коллективизации они подверглись раскулачиванию и выселению, а маленький Ваня остался на попечении дедушки с бабушкой. За год до начала войны Иван Гусев окончил педагогическое училище и сразу поступил на исторический факультет Пятигорского педагогического института. Но учителем ему стать уже не довелось. Началась война. Иван Алексеевич был мобилизован в августе 41-го и отправлен на учебу в Камышинское танковое училище, которое через год успешно закончил, получив лейтенантские нашивки. Почти год до мая 1943 года лейтенант Гусев находился в резерве, ну а потом отбыл на фронт на должность командира взвода 2-го танкового батальона 181-й танковой бригады 18-го танкового корпуса. Все, что известно из скудных архивных данных, это то, что к началу Курской битвы Иван Гусев входил в состав экипажа капитана Петра Скрипкина, командира батальона. Также в составе экипажа были механик-водитель Александр Николаев, заряжающий Роман Чернов и стрелок-радист Анатолий Зырянов. Для лейтенанта Гусева в этой войне бой под Прохоровкой явился первым и последним. 12 июля 1943 года в ходе сражения танк лейтенанта Гусева подбил 2 немецких танка «Тигр», подавил 3 огневые точки противника и уничтожил несколько десятков вражеских солдат и офицеров. Однако при столкновении с новой группой «Тигров» удача изменила экипажу. Командир батальона Скрипкин получил тяжелые ранения, был легко ранен Николаев, а сам танк загорелся. Николаев и Зырянов вытащили раненого Скрипкина и укрыли в воронке от снаряда недалеко от горящей машины. Заметив передвижение бойцов, один из «Тигров» двинулся навстречу с целью уничтожить танк и его экипаж. Гусев также получил легкое ранение, однако продолжал отстреливаться, оставаясь в горящей машине. Дождавшись же возвращения Николаева, Гусев приказал ему идти на таран. При этом в машине помимо Гусева и Николаева также оставался заряжающий Чернов. При столкновении 34-ки с «Тигром» произошел мощный взрыв, что привело к гибели советских танкистов. Однако благодаря состоявшемуся тарану удалось не только спасти людей, оказывающих первую помощь комбату Скрипкину, но и помешать немецкой контратаке, а в дальнейшем и вовсе остановить врага и обратить его в бегство. Из воспоминаний Евгения Викторовича Шкурдалова, полковника запаса, героя Советского Союза. «Я был командиром роты, хорошо знал героический экипаж. 34-ка Гусева всегда находилась в безупречном состоянии, и его часто ставили в пример другим. Иван отличался даже среди бывалых танкистов исключительным трудолюбием и глубоким знанием дела. Экипаж Вани Гусева заслуженно считается общим любимцем в 181-й танковой бригаде. Это были веселые, дружные, сплоченные, жизнерадостные парни, готовые всегда прийти на помощь своим товарищам. Поэтому именно с ними пошел в контрнаступление командир батальона капитан Скрипкин. Вечером того же дня останки погибших бойцов были извлечены из горевшего танка и похоронены вблизи села Петровка Прохоровского района.
15 июля 1943 года лейтенант Гусев и старший сержант Николаев за совершенный подвиг были посмертно представлены к званию Героя Советского Союза. Соответствующий документ составил исполняющий обязанности командира батальона старший лейтенант Янушкевич. Однако в результате состоялось награждение Орденом Отечественной войны первой степени, которому были посмертно представлены Николаев и Чернов. Гусев же не был удостоен награды вовсе. Предполагается, что причиной тому послужило раскулачивание родителей лейтенанта. Лишь 11 марта 1985 года указом Президиума Верховного Совета СССР лейтенанта Ивана Алексеевича Гусева посмертно наградили Орденом Отечественной войны первой степени. Награду вручили родному брату погибшего танкиста Владимиру Гусеву, проживающему в городе Минеральные Воды. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!